Всем привет! Разберем вот такой вот узор. Я не стала делать ВТО. Мне он почему-то понравился больше таким объемным. Он очень хорошо подойдет для плечевых изделий, шали. Конечно, я вязала это хлопковая нитка, она немножко поплотнее смотрится. Если вязать из такой нитки более потоньше, оно будет более полегче смотреться, сам рисунок, узор. Вот. К нему схема. Всего в раппорте 16 петель, в высоту 20 рядов. Все позначения указаны. Это кто не хочет вязать по видео, а хочет вязать сам. Поэтому приступим к вязанию. Так. Следующую первую петлю снимаем, кромочную. Я набрала на спице 16 петель плюс одну для симметрии узора и 2 кромочные. Всего 19 петель. Значит, 3 изнаночных первых идет петли, затем 11 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 петли изнаночные. Последняя петля изнаночная, кромочная. Второй ряд узора у нас изнаночный. Изнаночный вяжем по узору, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Третий ряд узора вяжем также 3 изнаночных, 11 лицевых, здесь можно даже не считать, сразу видно, все лицевые провязали, 3 изнаночных и кромочную, изнаночный. Изнаночный ряд вяжем по узору. Пятый ряд мы вяжем первую петлю, снимаем кромочную, затем лицевая, накид, лицевая, накид и 2 петли по 2, вернее 2 раза по 2 с наклоном влево провязываем 2 вместе, затем 5 лицевых, 5, 2 вместе с наклоном вправо 2 раза. Есть накид, лицевая, накид, лицевая и последняя изнаночная, кромочная. Значит, изнаночный ряд вяжем все петли изнаночные, накид тоже провязываем изнаночной петлей,
Следующий ряд 7. Первую петлю кромочную снимаем, затем лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево, 5 петель лицевых, 2, 3, 4, 5, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная изнаночной петлей. Так, следующий ряд изнаночный, вяжем все петли изнаночные до конца ряда. Девятый ряд, первую петлю снимаем кромочную, затем лицевая, первая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево, еще раз, и 3 вместе. А первую петлю снимаем, разворачиваем, 2 вместе с наклоном вправо и протягиваем через снятую петлю, 2 вместе с наклоном вправо, еще раз 2 вместе с наклоном вправо и 3 накида через лицевую, 1, 2 и 3. Последняя петля кромочной, изнаночной. Следующий ряд, все петли у нас изнаночные, так до конца ряда. Следующий ряд у нас 11. Мы провязываем, идет 5 лицевых, 6 лицевых, извиняюсь, 6 лицевых, 5 изнаночных. И здесь 6 лицевых, 6. Последняя петля изнаночная. С изнаночной стороны по узору. Лицевые, изнаночные. То, что видим, то вяжем. Следующий ряд мы тоже вяжем лицевые, изнаночные, только первую петлю снимаем, 6 лицевых, 5 изнаночных и 6 лицевых. Изнаночный вяжем по узору. Так до конца ряда. Значит, 15 ряд узора. Первую петлю снимаем, 3 лицевые, затем 2 вместе с наклоном вправо, еще раз провязываем 2 вместе с наклоном вправо и 4 накида через лицевую, накид, лицевая, накид, лицевая, 1, 2, 3 и 4, 2 вместе с наклоном влево, еще раз 2 вместе с наклоном влево. Следующие 3 лицевые и последняя петля кромочная. В этом ряду в изнаночном мы вяжем все петли изнаночные.
Следующий ряд, 17. Первую петлю кромочную снимаем, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо и 4 петли накида через лицевую. Раз, два, три, 4. 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево. 3 лицевых и последняя петля кромочная изнаночной. Вяжем все петли изнаночными, так до конца ряда. Значит, последний ряд этого раппорта, 19. Первую петлю снимаем кромочную, провязываем 3 вместе, вернее 3 раза по 2 вместе. Первый, второй с наклоном вправо и третий. Затем 6 петель накидов через лицевую. Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 вместе с наклоном влево 3 раза, 2 и 3. Последняя петля кромочной изнанкой. Вот такой вот получается узор. Ну, на образце, конечно, не очень его видно, но на поболее, как видите, узор несложный, очень даже симпатичный. Будет хорошо смотреться в изделиях. Вяжите, пробуйте, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем спасибо.